Ребята, привет и добро пожаловать в мое первое русское видео! Ура! Наконец-то я его сняла. Многие у меня спрашивали, почему мой канал на английском, почему мои видео не на русском. И вот, наконец, я решила для вас снять мое первое русское видео. Перед тем, как начать снимать это видео, я посмотрела на YouTube, попыталась найти какие-то видео об учебе в Голландии, просто посмотреть, что говорят люди. И в итоге оказалось, что видео об учебе в Голландии практически нет, то есть я их не нашла. Я нашла видео об учебе в Германии, в Англии, во Франции, где угодно, но в Голландии ничего нет. Поэтому я решила, что это делает еще более актуальным то, что мне нужно снять такое видео. Итак, давайте начнем. Вводная часть будет о том, как я вообще оказалась в Голландии, почему я здесь начала учиться. Перед тем, как переехать учиться в Голландию, я уже отучилась 3 года в МГУ. Я поступила в МГУ на факультет государственного управления и проучилась там 3 курса. И на 3-м курсе я поняла, это длинная история, может быть, я сниму другое видео об этом, я поняла, что я не хочу больше учиться в России, я хочу поехать учиться в Европу. На тот момент я рассматривала больше Великобританию. Я подала документы во многие университеты там, но оказалось, что в Великобритании перевестись достаточно сложно, нужно все начинать с нуля. То есть 3 года моей учебы в МГУ, они бы просто пропали, и мне бы никак их не засчитали. Поэтому мой выбор пал на Голландию, так как здесь много программ с английским языком. Я не могла учиться на голландском просто потому, что я его не знала вообще совсем. И поэтому я подала документы в несколько университетов в Голландии, в университет Амстердама, Утрехта, Роттердама и других городов. Кстати, я сейчас поняла, что я забыла упомянуть и сказать о том, что здесь можно было перевестись без потери 3 лет моих в МГУ. Здесь мне засчитали эти 3 года как один, и осталось мне отучиться всего 2 года. То есть в итоге 5 лет, так же, как было бы и в МГУ. И в итоге меня приняли в 2 университета в Голландии, университет Роттердама и Утрехта. На тот момент я не была ни в одном, ни в другом городе, но посмотрев картинки в интернете, я решила, что мне ближе Утрехт. Он мне понравился, это не такой большой город, как Роттердам, такой уютный маленький голландский городок. Сразу хочу отметить то, что документы я подавала не сама. Я воспользовалась помощью специальной компании, которая помогает отправить и подготовить документы в тот или иной университет. И я вставлю в комментариях внизу ссылку на сайт этой компании, если кому-то из вас интересно. Итак, мы выбрали университет Утрехта. Я летом, перед сентябрем того года, съездила в Голландию посмотреть на Утрехт, как он мне вообще нравится, не нравится, смогу ли я здесь жить. Мне город очень понравился. И я вернулась в Москву и начала собирать вещи. В сентябре того года я переехала в Голландию. Я не знала голландский язык, я была здесь всего 2 раза до этого в Амстердаме. Ничего не знала о голландцах на тот момент, но вот так решилась. Сейчас, на самом деле, когда я об этом думаю, я не понимаю, как я тогда на это решилась. И переехала в другую страну в 18 лет, я не знаю. Но сейчас мне это кажется каким-то нонсенсом, что я вот так смогла переехать. Теперь я хотела бы вам немножко больше рассказать об учебе в городе Утрехт. Это студенческий город, там очень большой университет, он, наверное, самый большой в Голландии. И поэтому весь город — это студенты, там очень много мест для студентов, и весь город такой, наполненный молодежью. Первый день после моего переезда я ехала в учебную часть, у меня там была встреча с профессором, который, собственно, и помог мне перевестись. Я приехала, и где-то, наверное, 1 или 1,5 часа он мне пытался объяснить все их оценки, как здесь набираются баллы и так далее. Здесь не просто ты получаешь либо 5, либо 4, либо 3, либо ты не сдал, идешь на пересдачу. Нет, здесь все совсем не так. Но в итоге я как-то более-менее поняла. Он мне сказал, какие предметы мне засчитали. Ну, я это знала заранее, но мы еще раз обсудили, какие предметы у меня засчитаны, какие предметы мне нужно досдать. И в итоге оказалось, что некоторые предметы у меня будут с 1-го курса, то есть туда я буду ходить на занятия с первокурсниками, а некоторые со 2-го курса. Там я буду учиться с ребятами, которые уже год отучились. Итак, когда я уже немножко вниклась в суть дела, дальше была
Intro Week, Introduction Week. В сентябре, в начале сентября мы пришли все первый раз в университет, и нас поделили на группы из, наверное, где-то 15 человек. И этими группами мы целую неделю ходили, изучали город, нам показывали университет, показывали, где у нас будут проходить занятия, что-то рассказывали о городе, и вечером мы ходили вместе ужинать или, например, играть в боулинг. Там у меня появились мои первые друзья, я познакомилась с ребятами. На самом деле, немногие из тех, кто был со мной в этой группе, остались моими друзьями на данный момент, но несколько человек стали мне близкими друзьями. И после этой Introduction Week у нас началась, собственно, учеба. Итак, во-первых, это, как бы это назвать, распределение предметов. В Москве я могла изучать параллельно 15 предметов, и они никак не были даже связаны друг с другом. Конечно, какие-то были, но в целом, например, я могла изучать параллельно философию, социологию, культурологию, историю России, экономику, высшую математику. Все предметы, какие только можно придумать, изучались одновременно. В Голландии, когда я училась, во-первых, у меня даже, в принципе, не было таких предметов, как история России. То есть, если у меня был факультет Business Economics, все предметы были связаны с Business и Economics. И параллельно я изучала, например, 3-4 предмета максимум, и все они были связаны между собой, и какие-то знания, которые я получала на одном предмете, я могла использовать даже на экзамене, например, по другому предмету. То есть это очень сильно помогало. Все эти предметы были связаны. Очень сильно отличается нагрузка студентов. В Москве я училась какое-то время с 9 до 6 каждый день. Сначала были лекции, 3 лекции в день, например, потом семинары, тоже по 3, по 4 семинара в день. Я приходила домой и сразу же начинала делать задания на следующий день, допоздна, ложилась спать и все заново. В Голландии, и, как я знаю, много где еще в Европе, все совсем не так. Вы учитесь 2 или 3 дня в неделю, и каждый день у вас, например, одна лекция, один семинар, или у вас может быть только семинары в этот день, или только лекции. Зависит от того, какие предметы вы изучаете в этот момент. А, собственно, все остальное свободное время, то есть, например, 3 дня в неделю, вы самостоятельно занимаетесь дома, выполняете какие-то проекты, какие-то задания, пишете эссей. Очень много времени здесь вы изучаете предмет сами. Вам никто не помогает. Вы самостоятельно изучаете, вы читаете главы из учебника, вы делаете по ним задания, потом раз в неделю вы встречаетесь на семинаре, обсуждаете это, получаете задания на следующую неделю. Дальше. Очень сильно отличается то, как оцениваются ваши знания в итоге по окончании семестра. Я имею в виду экзамены. Могло быть так, то есть каждый раз, когда был новый предмет, говорили вначале, что 60% вашей оценки это то, как вы сдаете экзамен, 40% вашей оценки это то, как вы, например, отвечаете на семинарах. Каждый семинар вам ставит какую-то оценку. Или 70% экзамен, 30% какой-то большой проект. То есть мне кажется, что это такое большое отличие. Еще одно отличие это то, что в Голландии у вас нету как бы своей какой-то группы, в которой вы, собственно, ходите на все лекции, на все семинары, как в Москве. У вас есть группа, и вы все 5 лет в этой группе, все ребята всегда с вами. Одни и те же? Нет, здесь совсем не так. Здесь лекции проходят так же, как и в России, со всем курсом, то есть все группы вместе. А семинары у вас тоже всегда не с одними и теми же людьми, то есть зависит от того, какие вы предметы изучаете. И иногда можно было выбирать предметы, то есть вы могли изучать либо такой предмет, либо такой, и тогда тоже, естественно, вы каждый раз ходите на семинары с разными людьми. Еще одно такое большое отличие это то, что в самом начале вашей учебы вам дается номер. Он состоял из, например, 8 цифр, я точно не помню, и вы должны его запомнить. Это ваш номер на все время вашего обучения. И учителя, они вас как бы знают по этому номеру, то есть они, конечно, его не знают наизусть, но когда они проверяют вашу работу или смотрят, были ли вы на семинаре, они всегда смотрят по этому номеру. Еще одно очень важное отличие это то, что здесь вообще нету устных экзаменов. За 3 года моего здесь обучения у меня ни разу не было устного экзамена, только если это, например, защита проекта. Тогда
Это, естественно, проходит устно. Но так все экзамены письменные. Чаще всего это тестовые задания, это multiple choice questions, то есть вопросы с вариантами ответа, и вы просто отмечаете галочкой правильный ответ. Иногда есть открытые вопросы, где вы должны ответить письменно, написать ответ на вопрос. Также, конечно, значительно отличается балльная система. Здесь максимальная оценка 10 баллов, но мне всегда говорили, что 9,5 и 10 получить не может никто, даже самый умный студент, это только если ты бог или учитель. И типичная оценка где-то от 6,5 до 8, 8,5 это уже очень хорошая оценка, это как у нас 5. И для меня было очень странно, что никто не может получить как бы высший балл, то есть у нас 5 это нормальная оценка, ее все получают. Многие, кто хорошо учится, но здесь это совсем не так. И чаще всего на экзаменах минимальный балл, который вы могли получить, это 5,5. Если вы получили ниже, чем 5,5, то вы экзамен не сдали. Еще одно такое отличие я вспомнила. Это то, что здесь учеба в университете воспринимается не так, как у нас. То есть у нас на экзамен как на праздник. Да, здесь вообще не так. Просто я вам приведу такой пример. Когда у меня была защита моего диплома, который я написала перед учителями, и я, естественно, у нас так принято, я одела красивое платье, белый верх, черный низ, красивые туфли. Просто хотелось хорошо выглядеть, это же такой день, это защита твоего диплома. В конце концов, ты его запомнишь на всю жизнь. Когда я пришла, я поняла, что, конечно, никто так не одет, только моя подружка из Литвы тоже решила так одеться, наверное, у них тоже так принято. А все остальные голландцы одеты в джинсы, в футболке. Но одна девочка, она меня просто поразила, потому что она была в джинсах и в шлепанцах, во вьетнамках. Я была в туфлях на каблуке в своем платье выходном. Ну, не выходном, но таком строгом. А она была в джинсах и в сланцах. И в футболке. Поэтому такое отличие, мне кажется. Но это отличие просто больше не университетов, а того, какой у нас менталитет и какой у них менталитет. Хотела вам еще напоследок кое-что показать. Вот такую вещь. Это булыжник. Самый настоящий, очень тяжелый. И вот такая штучка, которая даже к нему не прикреплена. Мне вот такой подарок подарили на окончание университета. Булыжник с палочкой такой. Вот, просто, не знаю, хотелось вам показать. Это ни к чему, просто к тому, что странные голландцы такие подарки дарят на окончание университета. Ну что же, видео подходит к концу. Сегодня я вам рассказала о своем каком-то опыте учебы в Голландии. Если вам понравилось мое русское видео, ставьте лайк, и тогда я буду знать, что вы хотите, чтобы я снимала больше русских видео. Так вы мне можете об этом сказать. Пишите комментарии. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Да, и не забывайте подписываться на мой канал. Я забыла об этом сказать.